Первый спотовый биткоин ETF может принести на рынок США 30 триллионов долларов. Такие смелые прогнозы буквально на этой неделе предоставила глава компании Grayscale, которая прямо сейчас ожидает одобрения своей заявки. Гендиректор Grayscale считает, что именно ETF даст возможность инвесторам с большим капиталом максимально просто покупать биткоин. И что самое интересное, такие покупки могут начаться всего через пару недель. Ведь Майкл Новоградц, директор Galaxy Digital, заявляет, что SEC одобрит ETF до 10 января, поскольку на днях BlackRock подала специальную поправку, которую SEC требует только перед одобрением. А также все больше новых ETF начинает появляться на платформе DCC, где можно отследить все ETF, которые торгуются на рынке США. Дополнительно 19 декабря BlackRock совместно с представителями биржи NASDAQ, а также комиссарами SEC провела завершающие переговоры, на которых были приняты правила для листинга спотового биткоин ETF. И в то время, пока BlackRock занимается техническими вопросами, компания Bitwise, а также Hashdex уже запускают масштабную рекламу, где рассказывают про все преимущества ETF. Причем глава VanEck прогнозирует рекордный рост биткоина в ближайшие 12 месяцев. Ну и конечно же главный кит Майкл Селлер считает, что биткоин ETF станет самым важным событием на Уолл-стрит за последние 30 лет. Да, друзья, сейчас все ожидают только одного, а именно одобрения ETF. И если внимательно послушать комментарии директоров компаний, которые подавали заявки в SEC, станет ясно, что они уже готовят нас к этому важному событию. И есть очень большая вероятность, что ETF действительно одобрят гораздо раньше, чем мы думаем. А для биткоина это будет значить одно. Ведь именно после одобрения он может пробить новый исторический максимум. Поэтому следующие 3 недели станут самыми решающими для всего рынка крипты. И в данном видео вы не только узнаете, как ETF повлияет на биткоин, но еще сегодня я постараюсь назвать четкую дату X, когда SEC одобрит ETF. Поэтому смотрите видео до конца. А перед просмотром хотел бы вам сказать, что сейчас мы снимаем топ лучших криптовалют, на которые я делаю ставку в следующем году. В этом топе мы собрали самые перспективные монеты из разных секторов рынка, которые только в первый месяц года могут удвоить ваш портфель. Поэтому, чтобы это видео вышло гораздо раньше, давайте наберем не 800, а 1000 лайков. Ведь поверьте, это того стоит. За поддержку вам заранее спасибо. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Что ж, уважаемые друзья, в ближайшие недели нам нужно следить за новостями как никогда, ведь в любой день может появиться информация, что SEC одобрила первый спотовый биткоин ETF, поэтому если вы не подписаны на наш телеграм-канал, сделайте это прямо сейчас. Подписчики нашего телеграм-канала никогда не пропускают важные новости и всегда первыми остаются в курсе всех важных событий. Также только у нас в телеграм вы найдете большое количество эксклюзивной информации, которой нет в интернете. И сегодня мы опубликовали список самых важных событий на рынке в следующем году, как, например, дата, когда Ripple закроет судебное дело против SEC. Ведь именно в эти дни различные монеты покажут активное движение, поэтому переходите и подписывайтесь. Что касается положительных новостей, которые смогли возобновить рост биткоина, я бы хотел разобрать все по порядку. Ведь за последнюю неделю управляющие фондов как будто сговорились и начали подготавливать нас к одобрению ETF. Все началось после того, как глава компании VanEck с активами на сумму 76 миллиардов долларов заявил, что в ближайшие 12 месяцев биткоин покажет рекордный рост, особенно до и после халвинга. Ян VanEck считает, что у биткоина нет альтернативы и это самый лучший криптоактив для сбережения ваших средств. А также он сказал следующее: я думаю, что невозможно представить, как какое-то другое интернет-хранилище ценности перепрыгнет биткоин. У цифрового золота 50 миллионов пользователей, поэтому у него есть сетевой эффект. А когда его спросили, считает ли он биткоин пузырем, он сказал, что актив, который превосходит сам себя на каждом новом бычьем цикле, физически не может быть пузырем. Сейчас VanEck является пятой компанией в очереди на одобрение ETF, и учитывая такие положительные комментарии ее гендиректора, который до этого редко давал интервью CNBC, можно предположить, что судьба их заявки уже решена, и нам остается только подождать, когда SEC озвучит свое официальное решение с 5 по 10 января. Но вот Майк Новоградц, глава фирмы Galaxy Digital, считает, что ETF одобрят до 10 января следующего года. И в интервью CNBC Новоградц сказал: мы собираемся получить новый ETF до 10 января. Это своего рода мертвая дата, которая есть у Генслера, прежде чем у него возникнут проблемы с Grayscale и судебным иском. И поэтому я думаю, что мы увидим это объявление. Тогда торговля не начнется. Вероятно, после этого пройдет 6-8 недель. Новоградц предположил, что крайний срок связан с постановлением суда, который обязывает SEC рассмотреть спотовую заявку Grayscale на биткоин ETF. И в теории SEC не сможет перенести это решение, поскольку это будет прямое нарушение закона. Поэтому заявку Grayscale могут одобрить первой, ведь у компании есть так называемый иммунитет в виде победы в суде этим летом. Но главным кандидатом на одобрение ETF по-прежнему остается BlackRock, ведь на этой неделе они отправили в SEC специальную поправку в заявке, которую запрашивают перед одобрением ETF. А еще аналитик Джеймс Сейфорд опубликовал интересный отчет, в котором можно понять, что SEC встречалась с BlackRock
BlackRock целых 24 раза. И финальная встреча произошла 19 декабря, где встретились не только SEC и BlackRock, а еще и представители одной из самых больших американских бирж NASDAQ. И вот в этом документе написано, что обсуждение касалось предполагаемого изменения правил фондового рынка NASDAQ для листинга и торговли акциями iShares Bitcoin Trust в соответствии с правилами NASDAQ. BlackRock уже утвердила SEC принцип работы нового ETF, а эта встреча является финальной стадией перед тем, как ETF попадет на биржу. В принципе, сейчас уже все готово к запуску ETF, и это важное событие является одним из самых лучших катализаторов для роста цены биткоина, поэтому если до конца года у вас не будет его в портфеле, пробой нового исторического максимума пройдет без вас, и повторится картина 2021 года, когда биткоин за очень короткий промежуток времени вырос до максимальных уровней, так что к этому нужно быть готовым. На данный момент невооруженным взглядом можно заметить, как с помощью СМИ фонды подготавливают всех инвесторов к тому, что на рынке США вот-вот появится спотовый биткоин ETF. Взять тот же канал CNBC, только на этой неделе было большое количество интервью, не только с аналитиками, но и многими другими управляющими этих фондов, и все как один говорят, что ETF это новый продукт, который может стать очень хорошей альтернативой на традиционных финансовых рынках, точно так же, как это в свое время сделал ETF на золото. Но пока одни компании ведут переговоры с SEC и дорабатывают модель работы своих спотовых ETF, фирма Bitwise была первой, кто запустил вот такую полноценную рекламу, в которой мужчина спрашивает: знаешь, что сейчас интересно? А потом отвечает биткоин. Также вчера рекламу своего ETF уже запустила компания Hashdex. И теперь, если взять прямую рекламу на телевидении, в Твиттере, а также СМИ, мы поймем, что эти компании делают упор не только на больших инвесторов, но и на розничных, которые смогут, соблюдая все законы США, безопасно покупать биткоин и зарабатывать на его росте точно так же, как это делают те инвесторы, которые покупают биткоин напрямую на биржах. Стоит отметить, что американский фондовый рынок самый большой в мире, и в акции индекса Dow Jones или S&P 500 инвестируют люди со всего земного шара. Но в недавнем интервью Майкл Селлер сказал, что биткоин ETF может стать самым большим событием на традиционном финансовом рынке со времен запуска S&P 500. И по словам Селлера, ETF станет основным катализатором спроса, за которым в апреле последует шок предложения, когда произойдет халвинг биткоина. На интервью Селлер сказал: «Я не думаю, что мы когда-либо увидим увеличение спроса от 2 до 10 раз в сочетании с сокращением предложения дефицитного, желаемого актива, который люди хотели бы держать в течение длительного периода времени. Поэтому я думаю, что в 2024 будет крупный рост для этого класса активов». Хотя ровно 10 лет назад Селлер опубликовал этот твит, в котором написал, что дни биткоина сочтены. Но умные люди умеют признавать свои ошибки, и это не помешало Селлеру изменить свое отношение к биткоину и даже стать самым большим китом в мире. Вот и Гэри Генслер, наверное, также понял, что уже нет смысла отрицать принятие биткоин ETF, после чего на канале CNBC он сказал, что SEC рассматривает заявки совершенно по-новому. И, кстати, это интервью я подробно разбирал в этом ролике. Но сейчас уже никто не спрашивает, а одобрят ли ETF. Все задаются вопросом, когда же это произойдет. В видео про интервью Генслера я отметил вот эти даты, когда SEC может озвучить свое решение. Но исходя из прогнозов главы Galaxy, что одобрение будет до 10 января, я бы рассмотрел две потенциальные даты, либо 8, либо 9 января. Вряд ли они будут заниматься этим вопросом в первую неделю Нового года. Скорее всего, SEC озвучит свое решение в понедельник 8 января. Ведь SEC очень часто делает такие важные объявления именно в начале недели, поэтому данный день может войти в историю как зеленый понедельник, поскольку биткоин сможет пробить не только 50 тысяч долларов, но еще имеет все шансы, чтобы спустя пару недель после этого события зафиксировать новый исторический максимум. Все в том же ролике, где мы разбирали последние новости ETF. Я вам говорил, что биткоин движется в треугольнике, и все идет к тому, что он пробьет верхнюю линию сопротивления этого треугольника. И как вы видите, такой сценарий сработал на 100%. Цена дошла до этой точки и начала резкое движение вверх. Но несмотря на то, что положительный настрой на рынке продолжает сохраняться, уровень 45 тысяч долларов все равно выступает сильным сопротивлением. И на фоне наступающих новогодних праздников и дополнительного выходного в США 25 числа активность на рынке может снизиться, из-за чего объемы упадут, и мы снова протестируем вот этот диапазон поддержки. Но такая пауза может продлиться совсем недолго, ведь на носу не только Новый год, но и одобрение ETF. Поэтому даже если цена снова упадет, это может стать последней возможностью купить биткоин до того, как он пробьет уровень 50 тысяч долларов. Так что не стоит ждать января и тянуть время до 10 числа. Лучше быть готовым к такому активному движению прямо сейчас. Так что посмотрите на свой портфель и проверьте, занимает ли в нем биткоин 70%. Если нет, то можете докупить, ведь сейчас основная ставка делается именно на биткоин. Но все мы знаем, что альты также умеют расти на 400% за пару месяцев, что смог доказать AVAX или Solana, которые мы рекомендовали покупать в этих роликах. Поэтому напоминаю, что топ лучших криптовалют на следующий год выйдет после 1000 лайков под этим видео, так что нажимайте на него прямо сейчас. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который позволяет вам оставаться в курсе всех событий. Ну и конечно же жмите колокольчик, ведь только так вы не пропустите наши новые видео. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, вам желаю удачи, до скорых встреч!